Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Спасибо вам огромное за вашу поддержку, подписки, лайки, комментарии, ваши отзывы. Кто у меня впервые, давайте знакомиться. Меня зовут Ирина, я психолог, таролог, а главное, просто женщина, просто человек. Рассаживайтесь, пожалуйста, поудобнее, дышите глубже. Сегодня мы поговорим на тему мгновенный перезапуск. Как подарить человеку улыбку и получить взамен океан энергии. Меньше усилий, больше ресурса. От этой темы у меня, как у психолога, признаюсь честно, регулярно случается нервный смех. Настоящий такой профессиональный восторг. Тема звучит до боли знакомо. Ну где же мне взять сил? Я пашу как неаполитанский ослик, да? Хожу по вебинарам, сижу в медитациях, дышу маткой на полную луну, качаю эти бедные чакры до хруста в пояснице. А энергии все равно ноль. Я выжата как лимон. Откуда мне взять этот ресурс? Давайте сразу на берегу снимем с вами весь этот пафосный, сложный, эзотерический налет. Дорогие духовные практики, поездки к шаманам за 100 тысяч миллионов, сложные чистки кармы. И наш, очень часто, признаюсь, страдальческий лозунг: кругом одни враги, экономь ресурсы. Мы это все оставляем, девочки, сегодня за дверью. Договорились? Это инфантильные сказки для тех, кто очень любит устраивать себе трагедию на пустом месте. И искать энергию где угодно. В космосе, в ретроградном Меркурии, в натальных картах, но только не в собственном зеркале. Сегодня я могу вам сказать жесткую, отрезвляющую, но безумно целебную правду. Она смешна, эта правда. Если вы сидите в полном энергетическом нуле, значит прямо сейчас вы просто намертво зажали свое собственное тепло. И сидите на нем, как царь Кощей, над кучкой дешевых этих медяков. Все, точка. И вот теперь давайте разбираться, как устроен этот ваш внутренний театр абсурда. Ко мне на консультации регулярно приходят женщины с этим запросом. И знаете, что я вижу? В 99% случаев. Это классический шизофренический раскол. Сознанием женщина драматично заламывает руки и шепчет: хочу любви, хочу ресурса. Где же моя легкая женская энергия? А ее подсознание в этот момент судорожно забивается в бункер и строит вокруг себя 3-метровый бетонный забор с колючей проволокой под напряжением из серии «Никому, даже улыбки, не дам, самой не хватает». И ладно бы это был просто забор, там включается такое каменное лицо и такая душевная жадность, что скряга Скрудж Макдак, он просто нервно курит в сторонке. Вы идете по улице с таким видом, будто вам лично президент должен 5 миллиардов долларов и задерживает выплату уже 3-й год. Взгляд тяжелый, губы в ниточку, на лбу надпись «Не подходи, убьет». И при этом мы еще удивляемся, почему все вокруг нас такие холодные и злые. Это мне напоминает шикарный анекдот. Заходит мужик в троллейбус, мрачный, как грозовая туча, выжатый, ну, как лимон, да, злой, садится у окна, смотрит на людей и думает: Господи, какая же дрянь вокруг. Жены нет нормальной, да, а та, что есть, пилит, змея. И на работе начальник абсолютный самодур-идиот. Друзья предатели, хапуги, погода дрянь, жизнь беспросветное болото.
За его плечом стоит ангел-хранитель с блокнотиком. И все это внимательно записывает и вздыхает. Да, странные, конечно, эти желания у него. И главное, каждый день одно и то же. Ну что поделаешь, придется исполнять. Девочки, ну мы же не все такие, да? Или все-таки узнали свой ежедневный список заказов Вселенной по утрам? Расскажу вам свежую историю из практики. Имена, естественно, изменены. Ну, ситуация, хоть картину пиши. Пришла клиентка, назовем, допустим, ее Оксана, да? 41 год, успешная, красивая, но выглядит, ну, просто засохший какой-то сухарик, да? Лицо строгое, плечи притянуты к ушам, словно она готовится к атаке инопланетян, да? И вот она горько плачет в кабинете. Я истощена, на работе из меня высасывают все соки, дома никто не ценит, люди вокруг злые, неотесанные. Я трачу кучу энергии на спа, на массажи, ну, допустим, на ретриты в Бали. Ничего не помогает. Где мне взять этот долбанный ресурс? Начинаем разматывать этот кукольный театр. Просим Оксану просто восстановить хронологию ее вчерашнего дня, по шагам, без оценок. Что мы слышим от человека, который искренне считает себя абсолютно корректным и несчастным? Ну, вот обычный день. Утром заскочила за водой. Кассир долго копалась. Я молча расплатилась и ушла. Даже говорить ничего не стала. Некогда было. На работе коллеги сдали отчет с кучей мелких опечаток. Я просто вернула файл на доработку. Ну и сказала, так не пойдет. Нужно переделать. Вечером пришла домой. А муж приготовил макароны с соусом. Ну, я честно ему сказала, что соус слишком жирный. Мне такое нельзя. Ну а что? Я просто констатирую факты. Понимаете, да? В словах Оксаны все выглядит абсолютно стерильно, правильно и логично. Она не кричала, не ругалась. Она искренне уверена, что просто констатирует факты и ведет себя, ну, корректно. Когда мы смотрим на ее мимику в этот момент, на то, как она это рассказывает, с поджатыми губами, с остальным холодным тоном, с абсолютным отсутствием тепла в глазах, мне как психологу все становится ясно. Человек живет в режиме холодного инспектора. Она искренне думает, что просто требовательна и честна. А со стороны это выглядит как глухая ледяная стена. В ее действиях нет ни капли душевного тепла. Простая, сухая инструкция. И она потом искренне удивляется, почему мир отвечает ей ровно такой же сухой, вымораживающей тишиной и упадком сил. Ее собственная энергосистема просто задохнулась в этой стерильной засухе. Почему? Потому что энергетика человека, она устроена не как накопительный бак для солярки, куда нужно только заливать и закрывать крышку поплотнее на замок. Она устроена как проточная река. Если вы перекрыли вытекающий ручеек и боитесь выпустить хоть каплю тепла, ваша вода превращается в тухлое стоячее болото. Оксана думала, что промолчала, или сделала там замечание. Это нормально. А на самом деле она просто заблокировала свой собственный насос. Где же прячутся наши вторичные выгоды от этого сурового выражения лица? Ну, давайте включим здоровый скептицизм и честно разберем, почему мы так судорожно зажимаем банально иногда спасибо или легкую улыбку. Признаться в этом бывает стыдно, но мы же с вами честны. Подпишись на канал и поставь лайк.
От чего на самом деле защищает нас эта сердитая маска? Во-первых, синдром величественной неприступности. Вам иногда кажется, что если вы улыбнетесь баристе и скажете дворнику «Спасибо, доброе утро», а коллеге «Какая у тебя классная там укладка», да, то с вашей головы немедленно свалится корона. Вдруг они подумают, что вы легкомысленная, и вдруг сразу же сядут на шею. Проще ходить с видом королевы в изгнании и делать вид, что вокруг один обслуживающий персонал. Во-вторых, торговля своими эмоциями. С какой стати я должна улыбаться первой? Пусть сначала мне улыбнутся. Пусть муж сначала вымоет посуду, купит шубу и попросит прощения за 2008 год. Пусть мир мне сначала докажет, что он достоин моего царского внимания. И сидит наша героиня на эмоциональном сухом пайке, ожидая, пока Вселенная приползет к ней на коленях. Мы же привыкли думать, что отдавать это тяжело, что это требует вагонов времени, денег и душевных сил. А ничего подобного. Настоящий квантовый скачок происходит от микродвижения. Когда вы дарите человеку искреннюю улыбку, искреннюю, да? Или простое теплое слово, вы тратите сколько? Ровно полкалории энергии и 2 секунды времени. Это минимум усилий. Но что происходит в этот момент? У человека напротив спадает зажим. В его нервной системе вспыхивает импульс. Импульс искренней благодарности. И этот импульс в ту же секунду летит обратно к вам. Но уже не в размере полкалории, а в виде мощнейшего волшебного пенделя. Чистой живой энергии. Это и есть тот самый энергетический кэшбэк. Вы вложили копейку, а назад получили 1 000 000. Делаем реальные шаги. Выходим из режима снежной королевы. Девочки, мои хорошие, если вы устали от этой засухи в душе и действительно созрели для того, чтобы запустить в свою жизнь нормальный ресурс, давайте перейдем к практике. Никаких словесных кружев, только конкретные ежедневные шаги. Шаг первый. Назовем его снятие бронежилета. Завтра утром, как только вы выходите из дома, даете себе установку выбрать, допустим, 3 людей за день. Продавщицу, водителя, девушку в лифте. Посмотреть человеку прямо в глаза и просто по-человечески улыбнуться. И сказать: спасибо вам огромное, хорошего дня. Не бубнить под нос, как Пономарь, да? А вложить капельку тепла. И в эту же секунду прислушайтесь к своей грудной клетке. Чувствуете, как отпускает этот дурацкий зажим? Как плечи опускаются от ушей на свое законное место. Это вернулась ваша собственная волна. Угу. Шаг второй. Увольнение главного цензора. Прекратите ждать, пока человек совершит подвиг Гераклова масштаба, чтобы выдавить из себя похвалу. У многих в голове висит жесткая инструкция: мужа хвалить только закупленный там, не знаю, подарок какой-то, да? Детей хвалить, детей хвалить за Нобелевскую премию. Подругу только если она, допустим, там, наконец-то сбросила эти 10 килограммов. Хватит играть в строгого надзирателя. Начните замечать мелочи. Муж, спасибо за чай. Ты у меня лучший завариватель чая на планете. Подруга, эта помада просто огонь. Ты с ней выглядишь на 1 000 000. Коллега, спасибо за файл. Ты просто спасла мою нервную систему. Вы думаете, вы делаете им одолжение? Нет. Вы себе пробиваете забитые чакры и открываете вентиль. Шаг третий. Прием энергии.
без паники и смущения, когда вам в ответ прилетает улыбка или встречный комплимент. Мои хорошие, не надо смущаться и тупить. И прекратить вот это убогое. Мы любим это, да, девочки? Ой, да ладно вам, да плачу этому 100 лет. Да я сегодня просто выспалась наконец-то. Да я голову наконец-то помыла, да? Когда вам отдают тепло назад, выдыхайте его и не стесняйтесь. Улыбнитесь и скажите: мне безумно приятно. Спасибо. Научитесь наконец-то принимать подарки Вселенной. Шаг 4. Не ждите, что все вокруг ментально просветлеют. Ну, а что делать, если вы улыбнулись, а человек в ответ буркнул? Или посмотрел вас как на сумасшедшую? Такое тоже бывает. У человека может быть, не знаю, зубная боль, ипотека или свой личный какой-то ад в голове. И не надо сразу впадать в паранойю. Все, больше никому в жизни не улыбнусь. Ваша задача не перевоспитать весь этот троллейбус, да, а держать свой внутренний генератор включенным. Если кто-то не взял ваш подарок, его проблема. Ресурс все равно остался внутри вас и поднял ваши собственные вибрации. И вот вам самый главный, самый важный совет. Энергия никогда не приходит к той, которая сидит в бункере и ждет с протянутой рукой. Она приходит к той, которая становится ее источником. Пожалуйста, перестаньте судорожно тратить деньги на поиск ресурса на стороне. Займитесь честным аудитом своей душевной щедрости. Сделайте так, чтобы вокруг вас без надрыва и без пафоса людям становилось чуть-чуть теплее и проще. Вот тогда океан энергии, он захлестнет вас сам. Не как тяжелая награда за ваши мучения, а как естественный вдох и выдох счастливой, живой женщины. Хватит экономить душевные копейки и строить из себя неприступные крепости. Разрешите себе улыбнуться миру и почувствовать, как кайфово просто жить. Разрешите себе просто быть счастливой. Чувствуйте, как спадает это глупое напряжение, как расправляется грудная клетка. Вот с этой обновленной, легкой осанкой прямо сейчас мы с вами идем в этот наш сумасшедший, но такой классный мир. Удачи нам всем! Спасибо вам огромное за то, что вы были со мной. До новых встреч! И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Но те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.